Виктор был уверен, что купил себе билет в новую жизнь. Он сидел во главе стола, купаясь в обожании матери и сестры, и чувствовал себя вершителем судеб. В его кармане лежал телефон с перепиской от любовницы, а напротив сидела жена, которую он мысленно уже вычеркнул из списка расходов. Он думал, что бросает ее. Но он не учел одного. Его богатство было карточным домиком, а клей, который держал этот домик все эти годы, назывался «Марина». И через 10 минут, когда прозвучит одна единственная цифра, этот домик рухнет, похоронив под обломками все его высокомерие. Слушайте внимательно, ведь эта ошибка может стоить жизни. В квартире пахло запеченной уткой с яблоками и тяжелыми сладкими духами Галины Петровны. Свекровь восседала на диване, как императрица в изгнании, поправляя на груди массивное ожерелье, подарок свина. Рядом, уткнувшись в телефон, сидела сестра Виктора, Жанна, периодически делая селфи на фоне накрытого стола. Марина стояла у окна. Она чувствовала, как невидимая удавка на шее затягивается. Весь этот вечер был фальшью. Виктор, раскрасневшийся от дорогого виски, громко смеялся над собственной шуткой, которую Марика слышала уже раз 100. Интересно, они хоть раз спросили, ела ли я сегодня? Я готовила этот стол с 6 утра. Но для них я функция, мебель, тень, подающая салфетки. «Мариша!» — Виктор хлопнул ладонью по столу. «Ну что ты там застыла, как памятник скорби? У матери юбилей, 60 лет. Налей вина, будь человеком». Он подмигнул матери. Галина Петровна картинно вздохнула. «Ой, Витенька, не трогай ее. У нее, наверное, опять мигрень. Или просто настроение осенняя депрессия. Знаешь, сынок, тебе памятник надо ставить за терпение». Марина медленно повернулась. В ее глазах не было привычной покорности. Там было что-то другое, что-то похожее на прицел снайперской винтовки. Но Виктор был слишком пьян своим величием, чтобы заметить красную точку у себя на лбу. 10-летний Тёма сидел в своей комнате. Он не вышел к гостям. Он слышал все через тонкую стену и крепко сжимал в руках геймпад, хотя приставка была выключена. Он ненавидел эти застолья. Виктор встал. Он поправил лацканы пиджака, который уже едва сходился на животе, и постучал вилкой по бокалу. «Дорогие мои!» — начал он елейным голосом. «Мама, Жанна и ты, Марина. Я сегодня щедрый. Я подарил маме золото. Жанне оплатил ее курсы этих, астрологов, тарологов. Неважно. Я плачу за все, потому что я мужчина. Я добытчик». Он сделал паузу, наслаждаясь тишиной. «Но я устал. Устал тянуть балласт». Виктор перевел взгляд на жену. В его глазах читалось холодное, мстительное удовольствие. «Марин, ты хорошая женщина. Хозяйственная. Борщ вкусный. Но ты скучная. Ты как вчерашняя газета. Все известно, все серо. А мне нужен огонь. Мне нужен воздух». Галина Петровна замерла с куском утки у рта. Жанна опустила телефон. «Я подаю на развод», — выдохнул Виктор, словно сбросил мешок с цементом. «У меня есть другая. Ее зовут Алиса. Она молодая, живая. Она меня вдохновляет. Мы улетаем на Бали через неделю». Тишина была такой плотной, что было слышно, как гудит холодильник. «Но я не подлец», — быстро добавил Виктор, видя, как вытянулось лицо матери. «Я оставляю тебе эту квартиру, Марин. Живи, пока не найдешь себе что-то попроще. Я же понимаю, с твоей зарплатой библиотекаря, ну, сама понимаешь, квартира на мне, но я разрешаю тебе тут пожить. Считай это отступными». Марина подошла к столу. Она не плакала, она не кричала. Она взяла графин с водой, налила себе полный стакан и выпила его залпом. «Отступными?» — переспросила она. Голос был ровным, но от этого стало еще страшнее. «Ты оставляешь нас в квартире. Хорошо. А теперь, Витя, давай поиграем в игру. Доставай калькулятор». «Зачем?» — нахмурился Виктор. «Затем, что сегодня 14 число, а завтра 15-е. День страшного суда для твоего кошелька». В
комнате повисла тишина, тяжелая и липкая, как пролитый на скатерть сироп. Слышно было только, как в углу тикают старые настенные часы, подарок свекрови на новоселье. Тик-так, тик-так, будто отсчитывали секунды до взрыва. Виктор откинулся на спинку стула, и кожаная обивка скрипнула под его весом. Он смотрел на жену с пьяной снисходительной усмешкой. Ему казалось, что Марина сейчас блефует, что это последний крик отчаяния брошенной женщины, попытка набить себе цену перед неизбежным финалом. «Калькулятор?» — переспросил он, лениво покручивая ножку бокала. Вино в нем качнулось темной волной. «Марин, ты серьезно? Ты хочешь испортить маме праздник своей бухгалтерией? У нас юбилей, у нас шампанское, а ты со своими копейками лезешь». Галина Петровна, сидевшая напротив, поджала губы. В ее взгляде читалась смесь брезгливости и скуки. «Ой, Витенька, не обращай внимания», — протянула она, демонстративно накалывая на вилку кусочек сыра. «Это у нее истерика, женская доля, сам понимаешь. Бедная девочка просто не может смириться, что такой орел вылетает из гнезда. Пусть считает, если ей так легче». Марина не ответила. Она молча отодвинула от себя тарелку с нетронутой уткой. Ее движения были пугающе спокойными, экономными, лишенными суеты. Она полезла в карман своего домашнего кардигана и достала маленький блокнот в потрепанной синей обложке. Этот блокнот Виктор видел сотни раз. Он валялся на тумбочке в прихожей, на кухонном столе, в сумке жены. Он никогда не придавал ему значения. Для него это была просто макулатура, куда Марина записывала список покупок: молоко, хлеб, порошок. Он не знал, что в этом маленьком синем квадрате хранится вся хронология его финансового рабства. Марина положила блокнот на стол, раскрыла его. Страницы тихо зашуршали. «Ты сказал, что у тебя есть деньги, Витя», — тихо произнесла она, не поднимая глаз от страницы. «Ты сказал, что ты щедрый, что оставляешь нас тут жить из милости. Именно». Виктор хлопнул ладонью по столу, заставив подпрыгнуть вилки. «Я мужик, я заработал. У меня премия пришла, квартальная, 150 тысяч рублей чистыми, плюс оклад. Я, может, и ухожу, но я не нищеброд, чтобы крохоборничать». Марина подняла на него взгляд. В них не было слез. Там была ледяная пустыня. «Отлично. 150 тысяч. Плюс остатки зарплаты. Допустим, у тебя на карте сейчас 180 тысяч». Она взяла ручку и крупно написала цифру 180 тысяч. «Смотри, Витя, это твой капитал. Твой золотой парашют. А теперь давай посмотрим, как быстро он сгорит в атмосфере реальности». Пункт 1. Голос Марины звучал как приговор судьи. «Квартира». Виктор фыркнул. «Что квартира? Я же сказал, живи, плати коммуналку и радуйся. Ипотеку я как-нибудь закрою, там копейки остались». «Копейки?» Марина чуть склонила голову на бок. «Витя, ты когда последний раз заходил в приложение банка?» «Ах да, никогда. У тебя же автоплатеж, который настроила я». Она провела пальцем по строчке. «Ты забыл, что 2 года назад, когда ты захотел купить тот огромный плазменный телевизор и обновить мебель в гостиной, мы сделали рефинансирование. Мы взяли дополнительные деньги и увеличили срок. А еще...» Она сделала паузу, наслаждаясь моментом. «Ты настоял на плавающей ставке, привязанной к ставке ЦБ. Так выгоднее, Мариш, рынок стабилен», — говорил ты. Виктор нахмурился. Он смутно припоминал тот разговор, но детали тонули в тумане. «И что?» «А то, Витя, что ставка выросла. Платеж пересчитали в прошлом месяце. С завтрашнего дня с твоего счета спишется не 40 тысяч, как ты думаешь, а 52 340 рублей». «Сколько?» — Виктор поперхнулся воздухом. «Ты врешь, не может быть. Открой СМС от банка. Тебе приходило уведомление во вторник, но ты, наверное, играл в танки и просто смахнул его». Виктор судорожно схватил телефон. Его пальцы, жирные от утки, скользили по экрану. Он нашел сообщение. Прочитал. Лицо его начало медленно сереть, теряя праздничную красноту. 52, прошептал он. «Сволочи! Это банк виноват!» «Банк не виноват, Витя. Ты подписал договор». Марина записала цифру в столбик. Минус 52 340. «Идем дальше.
Твоя машина. Твой любимый черный кроссовер, на котором ты так любишь подкатывать к офису, чтобы девочки из бухгалтерии ахали. «Машину не трогай!» — взвился Виктор. «Это моя машина. Я на ней зарабатываю. Я на ней статус показываю». Статус — это когда машина твоя, а эта машина принадлежит банку. Ты взял ее без первоначального взноса, помнишь? Зачем копить? Живем один раз. Твой девиз. Страховка «Каска» закончилась неделю назад. Я не стала ее продлевать. Это 100 тысяч, Витя. У меня их просто не было. А без «Каска» банк поднимает ставку по автокредиту. Это прописано в договоре мелким шрифтом на 5-й странице. Виктор замер. Он чувствовал, как по спине под дорогой рубашкой катится холодная капля пота. Завтрашний платеж за машину — 28 тысяч рублей. И это еще без штрафа за отсутствие страховки, который прилетит в следующем месяце. Марина записала: минус 28 тысяч. Считаем, Витя. 52 плюс 28 — это уже 80 тысяч. Почти половина твоих огромных денег испарилась за 2 минуты нашего разговора. В комнате стало очень тихо. Даже Жанна перестала жевать салат и уставилась на брата. Она впервые видела его таким растерянным. Образ успешного бизнесмена трещал по швам. «Но это только начало», — безжалостно продолжила Марина. «Теперь перейдем к самому интересному. К расходам на любимую семью». Она подняла взгляд на свекровь. Галина Петровна, почувствовав неладное, выпрямилась, звякнув золотым колье. «Мариночка, при чем тут семья?» Голос свекрови стал визгливым. «Витя помогает маме, это святое». «Святое, Галина Петровна, стоит денег», — отрезала Марина. «Витя, кредит на ремонт дачи, тот самый, где мы строили баню, в которой ты ни разу не парился, зато твои друзья там каждые выходные пиво пьют». «Мама платит с пенсии», — рявкнул Виктор, но уже без прежней уверенности. Он начал нервно теребить пуговицу на манжете. «Витя», — Марина вздохнула, как уставшая учительница, объясняющая двоечнику таблицу умножения. «У мамы пенсия 18 тысяч. Квартплата за ее квартиру 6. На жизнь остается 12. Платеж по кредиту за баню — 22 тысячи рублей в месяц. Как ты думаешь, законы физики позволяют впихнуть 22 в 12?» Виктор перевел взгляд на мать. Галина Петровна покраснела, надулась и отвела глаза. «Ну, я думала, у тебя есть деньги, сынок? Ты же никогда не отказывал. А Марина, она просто переводила мне на карту. Я думала, это ты ей даешь». «Я переводила, Витя», — кивнула Марина. «Со своих подработок. Я брала ночные смены на переводах технических текстов, пока ты спал, чтобы твою маму коллекторы не долбили. Но с сегодняшнего дня лавочка закрыта. Я ухожу. Значит, кредит платишь ты». Виктор беззвучно открывал и закрывал рот, как рыба, выброшенная на лед. 22 тысячи. Марина записала цифру. 22 тысячи. Тут вмешалась Жанна. Она чувствовала, что корабль тонет, и паника охватила ее. «Вить, подожди», — визгнула она. «А мои курсы? А фитнес? Ты же сказал, что оплатишь годовой абонемент завтра. Я уже с тренером договорилась». Марина рассмеялась. Это был короткий, сухой смешок. «Жанна, твоему брату сейчас не до твоего фитнеса. Ему бы штаны поддержать». «Витя!» — Жанна вскочила. «Ты обещал! Ты мужик или кто?» Виктор закрыл лицо руками. «Заткнись, Жанна!» — глухо прорычал он. «Просто заткнись!» Марина продолжила добивать. «Коммуналка за эту квартиру, Витя. Зима близко, отопление включили. 10 тысяч рублей, плюс интернет, плюс консьерж. 12 тысяч. Ты же собственник, квитанции на твое имя. Не заплатишь, отключит свет. А твоя новая пассия Алиса, судя по твоим рассказам, вряд ли захочет сидеть при свечах в холодной квартире. Она, судя по твоим рассказам, любит комфорт». Марина записала. 12 тысяч. Виктор смотрел на листок бумаги. Цифры плясали перед глазами, складываясь в жуткий узор его краха. «Давай подведем итог». Марина подчеркнула столбик жирной чертой. 52 тысячи ипотека, 28 тысяч машина, 22 тысячи мамина баня, 12 тысяч квартира.
Она быстро посчитала в уме, хотя знала эту сумму наизусть. Итого, 114 тысяч рублей обязательных платежей. Прямо завтра. Вынь да положь. 114, эхом повторил Виктор. Голос его сел. У тебя есть 180. Вычитаем. Остается, она сделала паузу, 66 тысяч рублей. Виктор поднял голову, в его глазах мелькнула слабая искра надежды. «Ну вот», — воскликнул он, хватаясь за соломинку, 66 тысяч. Это нормальные деньги. Проживу. Алиса поймет. Мы не полетим бизнес-классом. Мы скромно». «Алиса?» — переспросила Марина сделанным удивлением. «Ах да, Алиса, Бали. Ты же купил билеты и оплатил отель?» «Да». Виктор гордо выпятил подбородок. «Все оплачено. Так что отдых состоится. Съела?» «А с какой карты ты платил, Витя?» Очень ласково спросила Марина. Виктор замер. Искра в его глазах погасла, сменившись ужасом. «С кредитки? С платиновой? Там лимит большой». «А льготный период, Витя. Ты помнишь условия? Ты снял наличные в банкомате, часть суммы, чтобы дать Алисе на шопинг, а остальное оплатил онлайн. За снятие наличных льготный период аннулируется. Сразу. Проценты капают с первого дня. 49% годовых». Виктор начал хватать ртом воздух. Он забыл. Он действительно снял деньги, чтобы пустить пыль в глаза любовницы. «Завтра, Витя, у тебя списание минимального платежа по кредитке. С учетом той суммы, что ты потратил на красивую жизнь, это примерно 30 тысяч рублей. Иначе штрафы и блокировка счетов». Марина записала последнюю цифру. Минус 30 тысяч. 66 минус 30. Остается 36 тысяч рублей. Марина встала. Она возвышалась над столом, над сжавшимся Виктором, над испуганной свекровью. 36 тысяч, Витя. На месяц. На еду, на бензин для твоего прожорливого джипа, который жрет 15 литров на сотню, на сигареты, на кофе. «Но», — прошептал Виктор, — «а как же алименты?» «О, это десерт», — улыбнулась Марина. «Алименты спишут до того, как деньги упадут тебе на карту в следующем месяце. 25% от дохода. Но прямо сейчас, в этом месяце, у тебя в кармане остается 30-ка». Она захлопнула блокнот и бросила его на стол перед Виктором. «Позвони Алисе, Витя. Скажи ей, что вместо океана и лобстеров вы едете на дачу, в баню. Есть картошку с огорода Галины Петровны. И скажи, что денег на рестораны нет. Знаешь, что она тебе ответит?» Виктор молчал. Он прекрасно знал, что ответит 20-летняя красотка, которая любила его за щедрость. «Она испарится быстрее, чем спирт из открытой бутылки», ответила за него Марина. В этот момент Галина Петровна вдруг взвыла. Громко, страшно, по бабье. «Виктор, что же это делается? Ты что, нищий? А как же моя баня? Банк же заберет участок. Это родовое. Виктор, сделай что-нибудь!» Она схватила со стола салфетку и начала обмахиваться. Лицо ее пошло красными пятнами. «Мама, тихо!» – просипел Виктор. «Не тихо!» – заорала Жанна. «Ты мне жизнь испортил! Я уже в Инстаграм запостила, что у меня новый тренер будет! Ты врун! Ты неудачник!» Марина смотрела на этот террариум. На Виктора, который в одну секунду превратился из короля жизни в сутулого, потного, загнанного в угол должника. Приятного аппетита. Утка остыла, как и твоя жизнь, Витя. Она развернулась и пошла к двери, чувствуя спиной, как на нее смотрят 3 пары глаз, полных ненависти и страха. Но ей было все равно. Самая страшная часть была позади. Она озвучила правду. И эта правда разрушила все. Марина зашла в комнату сына. Тёма уже стоял с рюкзаком. Он все слышал. «Мам, мы к бабушке Любе?» — спросил он деловито. «Да, Дирай, к бабушке Любе. Там тесно, но там не врут». Она взяла свой чемодан, который собрала еще утром, пока Виктор спал. Она знала. Она ждала только повода. Когда они вышли в прихожую, Виктор преградил им путь. Он был жалок. Рубашка выбилась из брюк, в руке дрожал бокал. «Мариш, ну постой! Ну чего ты завелась? Ну выпил лишнего! Какая Алиса? Это так, секретарша, флирт! Давай сядем, пересчитаем. Ты же умеешь экономить!
Ты придумаешь, где ужаться. Мы маме скажем, чтобы дачу продала». «Не смей!» — взвизгнула Галина Петровна из гостиной. «Это родовое гнездо!» «Видишь?» Марина грустно улыбнулась. «Ты не меняешь жизнь, Витя. Ты просто ищешь новую шею, на которой можно ехать. Моя шея устала». Виктор схватил ее за рукав, агрессия сменилась мольбой, а мольба злобой. «Ты не выйдешь! Ты жена, ты обязана! Кому ты нужна с прицапом? Ты сдохнешь с голоду!» Марина аккуратно 2 пальцами сняла его руку со своего плеча. «Я переводила тексты по ночам, Витя, пока ты играл в танке. У меня на счету, на моем личном счете, лежит подушка безопасности, которую я копила 3 года. Мне хватит, чтобы снять квартиру и жить спокойно. А тебе?» — она посмотрела на часы. «Тебе пора звонить Алисе. Скажи ей, что Бали отменяется, предложи ей романтический ужин с дошираком на даче у мамы». Она открыла дверь, сквозняк ударил по ногам. Дверь захлопнулась. Виктор остался один в квартире, которая мгновенно стала чужой и холодной. Спустя месяц Марина и Тёма сидели на маленькой кухне в съемной двушке. Они ели пиццу, смеялись и планировали выходные. Тёма впервые за долгое время не вздрагивал от громких звуков. А что Виктор? Виктор продал машину через неделю, чтобы закрыть просрочку по ипотеке. Алиса заблокировала его номер в тот же вечер, когда узнала, что карты пусты. Галина Петровна теперь каждый день звонит сыну и проклинает его за то, что банк грозится забрать дачу. Он живет в пустой трешке, где из мебели остался только диван и телевизор. Он ест пельмени по акции и каждый вечер смотрит на страницу Марины в соцсетях. На фото она улыбается. И эта улыбка стоит дороже, чем все его бывшие понты. Иногда, чтобы стать богатым, не нужно зарабатывать миллионы. Нужно просто перестать тратить жизнь на людей, которые вас не ценят. Виктор выучил урок математики, но урок человечности он прогулял, и пересдачи не будет. Цените тех, кто рядом, пока они не начали считать ваши долги. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если считаете, что Марина поступила правильно. И напишите в комментариях, смогли бы вы простить такого человека.